Приветствую вас, искатели приключений! Мировая цивилизация все более и более проникает в самые удаленные уголки нашей прекрасной планеты. Вырубаются тропические леса, строятся города, но есть еще места на планете, где время остановилось. И здесь традиционно охотятся на китов-кашалотов, используя парусные лодки и бамбуковые копья. Я нахожусь на острове Лимбата, поселок китобоев Ла-Морелла, и мы посмотрим, как люди вступают с морем в схватку, как их предки более 100 лет назад. Поехали! Итак, друзья, в этом видео мы отправимся с моряками на охоту за китами. Но сразу предупреждаю, это не браконьерство, а аборигенная охота, официально разрешенная единственной деревне в Индонезии и строго по квотам вылова. Мясо китов здесь запрещено продавать, туристам запрещено участвовать в охоте. Все добытое мясо идет только в пищу и делится поровну между всеми жителями деревни. Это не бизнес, не коммерция, а традиция, вера и основа целостности общины. Затем мы поднимемся на одно из самых впечатляющих природных шоу на планете – огнедышащий вулкан или Апе. Подъем непростой, но он того стоит. Вулкан буквально дышит каждые 5 минут, выдыхая облака, грохот и огонь. Это видео – целый гайд-маршрут по малоизвестному острову Лембата, в котором я покажу вам безлюдные пляжи, невероятные холмы с видами на вулканы и, возможно, вы вдохновитесь повторить мое путешествие комфортно, осознанно и экономно. Сегодня отправляюсь на остров Лимбата, в город Лево-Лебо, это его столица, вместе с байком из города Ларантука. Это крайний порт острова Флорес. Но в отличие от обычных железных ферри, здесь ходят вот такие полудеревянные кораблики. И мне очень интересно посмотреть, как они сейчас сюда занесут мой байк. Кораблик маленький, состоит из 2 этажей. Нижний этаж транспортный для товаров, карго, и верхний этаж для пассажиров. Итак, мой байк на борту, без происшествий. Надеюсь, разгрузят его также без происшествий. Я буду молиться, чтобы качка была не сильно большая на этой лодке. Стоимость байком за все 120 тысяч индонезийских рупий. Where? What way? Left? Go there and then I want to wash my clothes, all dirty here, huh? Dirty, I want to clean. Окей, I want to rest. окей. Я нахожусь на острове Лимбата, и главным образом я приехал на этот остров посетить рыбацкую деревушку под названием Ла-Малера. Интересна она тем, что здесь до сих пор охотятся на китов с одной лишь поправочкой. Они могут это делать только лишь традиционными орудиями лова, то есть копьями. И мне интересно выйти с рыбаками вместе в море и посмотреть, как они охотятся при помощи копий не только на китов, на разных других тоже рыб. Здесь все пропитано рыбацкой жизнью. Это небольшая деревушка, один пляж, может быть 20 хижин, но отовсюду слышен запах вяленой рыбы. Рыбаки подготавливают это целый день к завтрашнему плаванию, и я надеюсь, я увижу это, скажем так, культурное чудо этого острова. Также они не могут и не имеют права
заниматься выловом китов в коммерческих целях. Продавать их. Все мясо, полученное от китов, и жир они делят поровну среди всех жителей деревни, а потом на своем внутреннем рынке могут обменивать это мясо или жир на фрукты, овощи, куриц. Есть гостиница. Я посмотрел разные хоумстей, и стоит она 300 тысяч индонезийских рупий, включая трехразовое питание. И на входе в дом вот такой огромный череп, кость кита. И сама комната, которую я арендовал, здесь две кровати. Одна на полу, японский стиль, а вторая классическая. Важный момент, электричество здесь по расписанию, интернет тоже по расписанию, может быть где-то 2 часа на целый день. Вайб этой деревушки мне уже заходит, потому что, во-первых, они католики, они верующие, но самое интересное, почему им разрешили заниматься выловом этих китов и гринписовцы, и Индонезия. В принципе, они ж с голоду не умрут, они могут и тунцом питаться, и мантами, и просто Индонезия в качестве сохранения популяции китов может им просто отдавать тонны риса и тонны еды. Дело в том, что для них это не просто охота, это часть религии. Когда начинается сезон охоты, у них есть специальный ритуал, и они считают, что это не они охотятся за кашалотами, а море им дает кашалота. И поэтому для них это сакральная охота, а не просто средство пропитания. И вторая функция этой охоты, то, что когда они делятся поровну всем мясом среди всех жителей этой деревни, это подчеркивает силу их общинности. Но вот сейчас главный вход на пляж, он украшен скелетами кашалотов. Вот череп кашалота, вот хребет кашалота. В принципе, тут такого много. И часть строений выполнена из сухих кораллов. Поначалу немножечко жутко, потому что ты заходишь на пляж, как будто какие-то пираты, или как будто чужая территория, нельзя сюда заходить, будь осторожен. Но сам пляж чистый, красивый, здесь бегают, плавают дети. И в принципе мне вот вайб этой спокойной жизни очень нравится. Целый день отдыхаю, набираю сил, чтобы завтра пойти на эту охоту. В Гугле я читал и романтизировал, что будет парусник. На самом деле используются моторы. Конечно, нет никакой гарантии, что сегодня добычей будет кит. Но даже если будет какая-то другая рыбеха, я буду рад, потому что я сюда прибыл не ради добычи на китов, не ради крови, смерти, а ради того, чтобы погрузиться в историю, ощутить себя исследователем в каком-то неизведанном мире. И вот этот дух исследования, дух неведанного, как будто я на другую планету, где нет цивилизации, где люди живут обыденно. Вот это меня движет на такие приключения. Пиздец, момент напряженный. Затаилось дыхание. Такая прям напрягающая атмосфера. Меняют копья, меняют гарпуны, меняют линь. Увидел кровь, не знаю. Ох, ебать. Ебать, это парусник. Уа. Свежачок. Серьезно. Передо мной марлин, не знаю, килл, наверное, 20-30. Укачивает трындец. Это точно не туристическая поездка. Хочу блевать. После того, как я раза 4 прорыгался, я решил в лодке плыть лежа, чтобы уменьшить воздействие качки на меня. Итак, друзья, вот добыча марлин. Что вам сказать, не снял я никаких экшн-кадров.
с дрона или каких-то кинематографических, потому что раз 6 рыгал, и я пытался спать в этой лодке, чтобы мне не было еще хуже. Это не туристический аттракцион, и я вам скажу, это тяжелая добыча. Не мне судить, хорошо это или плохо. Yeah, here in La Manara, whale shark, manta, sperm whale, pilot whale, orca. They are the kind of fishes that sent by God for the existence of the people here in La Manara. And this is our culture. Greenpeace ever come and they ask the people here to stop harpooning whale shark also. But we stand on our daily life activity because this is our culture. Интереснейшее место – это холм под названием Доаватамитан или холм молитвы. Здесь открывается великолепный вид на соседний остров Аданара и его вулкан. Единственное, что я ехал изначально на холм Букит Чинта. Он находится здесь недалеко, но он открывается в 8 часов, а в 8 часов тучи над вулканом сгущаются, и мы не видим верхушку всей этой красоты. Поэтому, если бы я знал заранее об этом холме молитвы Доаватамитан, я бы, конечно, приехал сюда, тем более, что здесь нет никаких билетов, ты просто поднимаешься наверх, а в Буките Чинта, так как он немножко распопсованный, там нужно покупать билеты. Но не в стоимости билетов дело, а в виде. Виды тут шикарнейшие, и желательно приехать в 7 утра. Также вокруг этой локации есть множество уединенных, правда с черным песком, но не менее красивых пляжей, где можно провести пикник под тенью дерева и слушая музыку волн. Хотя шум волн доходит аж сюда, до этого холма. И пение птичек вместе с шумом удаленным волн – это вообще просто прекраснейшая атмосфера. Теперь с Букита Чинта и Букита Молитвы я спустился на бесконечные пляжи, которые идут вдоль этих зеленых холмов с видом на великолепнейший вулкан острова Аданара, который как будто находится на воде. Невероятная красота, кристально чистая вода, штиль, солнце играет. Ну просто супер идеальное место. И ни одного человека, посмотрите, никого тут нету. Только я, волны и лес. Ну разве это не рай? Начиная восхождение или апы, мы проехали по супер грунтовке через лес на мотоцикле Honda. Пару раз чуть не навернулись, частично я шел пешком. Это вообще не туристические тропы, и я вам ни в коем случае не советую делать этот тур самому. Мне очень повезло, мой гид не разговаривает по-английски, и это такое счастье идти в тишине и не слушать никого, просто слушать природу. Don't learn English, don't learn, okay? Yeah, okay. Мы только начали идти, а я уже устал. Солнце, жара, комары и крутой подъем вверх. Свежий кокос с дерева намного приятнее, чем у дороги. Придает энергию, потому что я уже устал, 10 раз потел, еще понадобится энергия подниматься вверх. Тропа совсем не протоптана, реально. Итак, друзья, с 2 часов до 6 вечера я поднимался на вулкан Левотовок. Уникальный он тем, что он фыркает огнем периодически, может раз в 5 минут. Я не скажу, что простенькое, поднапрячься нужно было. Но я знаю, ради чего я поднимался сюда. Я нашел здесь гидов, индонезийцев. И сейчас кемпинг
Ночь будем смотреть на вулкан, а утром поднимемся в самое его жерло. Лучшие виды будут завтра утром. О! Ну вот такой дымочек. Какая же это прелесть сидеть и всю ночь наблюдать за этим поистине чудом природы. Фух, у меня аж вот он фыркнул, я вижу какой-то столб дыма, у меня прям энергии. Он сначала выстрелил, а потом второй раз. Это просто невероятно! Погода еще не устаканилась, но мы уже будем идти. Надеюсь, пока мы дойдем, а это приблизительно где-то час-полтора, тучки мокрые рассосутся. Ну что, я забрался на вершину вулкана. Очень много сегодня лавы, камней. При каждом выстреле я прям слышу, как много камней падает. Поэтому гид сказал, небезопасно, мы пойдем вниз. Тем более ничего не видно, все облаками затянуло. Ну, такая моя удача. Но я видел эту красоту ночью, как извергались эти горящие камни с базового лагеря. А шлем на мне мотоциклистки, потому что они каски с собой не взяли. Даже спелеологи носят каски, а они не взяли с собой каски. Вот такая команда, поэтому я в шлему. Так что не смейтесь, голова у меня одна. Спустился я уже в базовый лагерь с вершины вулкана Или-Апе. К сожалению, мерз на скале до 7 утра в облаках, в такой моросистой взвеси. Ночного огня не увидел. Вспышки вулкана увидел, но такие смешанные с облаками, чистые не увидел. Но по большому счету вулкан-то мне ничего и не обещал. Единственное, что жалею, когда ночью был в базовом лагере и видел огненные извержения, раскаленные падающие камни, что надо было полететь на дроне и снять их. Но я думал, да, пойду утром сниму сблизка, красиво. Вот оно и утро, все в тумане. Поэтому спасибо вулкану Или-Апе за такой классный опыт. Всем рекомендую, это стоит увидеть. Невероятно красивая природа острова Лембат. Итак, друзья, покидаю остров Лембата с видом на действующий вулкан Или-Апе. Смотрю, как он извергается. Очень красивая картина вместе со штилем. И что я скажу, Лембата это не для всех туристов остров, но каждый здесь может найти что-то особенное для себя.